Сегодня наш 5-й день, и мы сегодня пришли в кофейню Blue Bird и заказали здесь капучино, чтобы проверить, какой вкус будет и действительно ли хорошо делают. И вот нам готовят капучино и фильтр кофе, отмеряют по весам, все как следует. Все очень красиво здесь выглядит. Надеюсь, что вкус будет такой же. Вот турист ждет кофе. Здесь вот интересно, такие одноместные прикольные столики для ожидания. Если ты вот берешь с собой, ты можешь сесть и подождать. А в принципе интерьер классный, современный. Таких кофеин тут мало. Считаю, что просто нету. Есть официанты в фирменной одежде. Есть даже второй этаж. Большое помещение. И дартс есть. О, в дартс будешь играть? Эй, давай. Тебе 3, мне 3. Что, я первый? Один. 17. О, нифига. 19? 38. 2. 2. 34 опять. Вот, 20. 29. Да, снимай. Вот здесь. Поиграли в дартс, это классно. Что еще у нас? Способности художественной съемки. Так, момент истины. Нам сделали глубокий стакан кофе. Я сейчас буду пробовать капучино. Ожиданий много, сравним с реальностью. Ну что можно сказать, что да, это, наверное, лучший капучино, который я здесь пил. Пена очень слабая, практически не чувствуется. Вот, но температура и вкус нормальные. Будешь пробовать? Вкусно. Да. Скажи, что температура нормальная, да? Да? Наконец-то нормальный капучино. Вот сюда заходите, Blue Bird в Баку. Если кто не был, куда сюда? Вон там вот, короче, видно. Синяя такая вывеска. Классное место, 2 этажа. Довольно быстро, качественно делают, приветливые. По-русски говорят, понимают. И цена нормальная, я считаю. Все, приветствуем вас из старого города снова. Сегодня у нас погодка солнечная, хоть и в облачках. Мы сегодня ходили в нумизматический магазин нумизматики. По просьбе нашего друга спрашивали там про медали специфические, которые наш коллекционер хотел заполучить в коллекцию. Как ни странно, со второй попытки, ну то есть мы вчера вечером спрашивали. Вчера мы здесь были? Да, вот это полиция, я помню. Да. Вот, вчера вечером мы спрашивали на точке тут, на одной, где простой торговец был. В общем, не было таких медалей. А тут сегодня просто погуглили, нашли магазин нумизматики, который здесь есть в одном экземпляре. Зашли и спросили. И, в общем, такие медали нашлись. Но дорого стоит. И коллекционер решил не брать. Такие вот новости. А тем временем мы продолжаем просто болтаться по улочкам старого города. Это намного интереснее, чем болтаться по улочкам нового города. Потому что здесь все такое старинное, красивое. И мне очень нравится вот цветовая гамма. Какой-то песчаник это или что? Что вот это за материал? Это же какой-то песок слепленный. Или это магматическая порода? Как вы думаете, турист? Может, глина такая? Глина? Может и глина, конечно. Ну вот это явно не современные кирпичи, я хочу сказать. Что это? 16 век. 16 век. 14 номер дома. Таблички стилизованы под старину. Туда вот мы уже ходили. Или мы оттуда пришли. Сейчас мы идем вниз. West Inn, ресторан и гостиница. Надо же, сколько здесь номеров? 10-12. Виднеется башня
телевизионная, судя по всему. Вот мне всегда интересно, а где все эти люди, которые чьи машины тут вот стоят? Ведь машина явно стоит давно. А человек-то где? Ковры, еще ковры. А тут что-то какое-то предприятие, поэтому туда идти и не надо. Какая-то школа или что. О, башня. Стоп, это хороший пейзаж, сейчас будем фото. Интересно, эта мостовая, она старая или за обновленная? Ну что, продают? Прошли. Там движение как в центре. Сереброручная работа мне не надо? Нет. Нашлись уникальные военные автомобили исторические. Джип. Какой-то прям советский, что ли. Смотрите, какой классный. И еще один. Более крупный. Военные автомобили. Прям таки. Выходим в той части города, в которой еще не выходили. Вот азербайджанская граната вино предлагается. Вот только что очень вежливый дядечка нам подсказал, где нам перейти дорогу. Потому что здесь такое движение, что наземных переходов нет, но есть подземные. Вот, с тем, чтобы перейти вот на ту сторону к морю. Кстати, мы пришли в ту часть, где не особо-то были, потому что вот этот знамя развивающийся вот там, я его видел далеко, когда там переходил. То есть наш отель в той стороне. В общем, здесь такое круговое движение, большая площадь. Сегодня тепло, вообще тепло. Вчера я прям мерз. Ну вот центр с лепестками, вот этот вот. Все знакомо уже на пятый день. Сегодня пятый день. Сегодня пятый день. С ума сойти. Приезжать в Баку надо на 5 дней как минимум. О, вот эта гостиница называется Four Seasons Баку. Максимально крутой отель. У нас такой отель Four Seasons, как вы знаете, на Красной площади стоит. Ну как на Красной площади, там, на Манежной. А знамя-то развивается довольно сильно. Значит, там, наверное, ветер у моря. Смотри, как он красиво развивается. Сегодня мы ради упражнения идем. О, ну что, господа, я раздеваюсь. Лето, жара, вообще класс. Сейчас будем искать мороженое. Слушай, а вот мы к этой пристани-то не подходили. Пойдем кораблики смотреть. Там на той скамейке сесть. А кораблики? Смотреть на кораблик. Ну а кораблики же вот они. Ну ты иди туда. Ну давай я кораблики, а потом к тебе. Здесь у нас, видимо, площадь государственного флага. И вот он тут развивается вовсю. Здесь близко торговый центр, пристань и корабли. Даже яхта есть парусная. Катамаранов нет. Сегодня прекрасная погода, солнечная. Правда, солнышко вот в облачках, но оно так вот греет нормально. Даже ветерок приятный. Вчера прям холодно было, а сегодня ветерок приятный. Сейчас мы подойдем к туристу и уточним у него, как у него дела. Турист, вы сидите на металлической скамейке. Прохладно. Прохладно на металлической Да, скамейке? здесь только в жару нормально сидеть. Вот там есть еще и деревянные скамейки, но они без спинок. Без спинок отклонено. Без спинок отклонено. Тут я с вами полностью согласен. Садитесь, охлаждайте свои седалищные мышцы. Седалищные, да. Вот тут Каспиан Стар, видите, стоит корабль такой. А вот там мы были около этих вот небоскребов. А вот там мы были, в том торговом центре. Там мы ходили, бродили и потом кушали еду в чайхане номер 1. На этой позитивной ноте
Я прерываю репортаж. Ну что же, минутка шопинга. Зашли мы тут в некий супермаркет, который называется Базар. Вот, пожалуйста, 53,80 азербайджанский коньяк. Чай по 5-6. 6 манат, это 300 рублей примерно, чуть меньше. Все, есть вообще, что только душе угодно. Вино со скидкой 15-20. Разнообразное вино. Большой чай. Средства личной гигиены. Энергетики. Полный набор брендов косметики, моющих средств. Еще вино. Сладости. Вот чай в виде башни, девичьей башни. Прикольно. 7,35. Очень сплошной чай. О, гранатовое вино. Гранатовое вино. 6,45. Все как обычно. Все остальное тоже есть. Напитки всех возможных брендов. Безалкогольное пиво есть. Безалкогольная Балтика есть. Даже какая-то Балтика 12 экстра, видали? 12 градусов. У нас такое запрещено, по-моему. Нулевка есть. Есть кафе, холодный кофе. А cold brew есть? Без молока? Похоже, нет. Ну, пивас, понятно. Вода разнообразная. Продукция компании Coca-Cola. Coca-Cola вся на месте. Бутылочку Coca-Cola из холодильничка. Сейчас вот я ее и возьму. Coca-Cola 70 копеек стоит маленькая. 70 копеечек. Иди сюда. Вот, пластиковая бутылка 70 копеек, а банка рубль 40. Все возможные яблоки. Творожки. Ну вот и весь супермаркет. Заканчиваем его Кока-Колой. Мы находимся в классном, крутом ресторане. И бар-ресторан называется Сахил. Сахил находится практически на набережной. Мы сюда пришли, потому что в TripAdvisor огромный классный рейтинг. И пришли, цены, в принципе, нормальные. Но нас встречали как дорогих гостей. Сказали, проходите, проходите, пожалуйста, пожалуйста. Привели нас, вот посадили. Вот с таким вот видом мы сидим. Там вот где-то море. Напротив нас еще есть компания. Вот. Плесни нам чай уже. И здесь, что еще классно, здесь вот есть коньячок. Если кто не знает, по форме бутылки это коньяк Hennessy XO. Ну, кто знает, тот поймет. Играет вот такая музычка, видите, фортепианная. В общем, мы чувствуем себя дорогими гостями в классном месте. Свет классный. Надеемся, что кухня будет такая же. Ну, как бы расскажем. Да? Расскажем. А пока пьем чай. Ну что можно сказать? Мы отужинали очень вкусно. Особенно вот туристка. У нее был какой-то... Как называлось у тебя блюдо? Я забыла. В общем, какая-то баранья нога. Ягненок на косточке. Ягненок на косточке нога. Называлась фирменным каким-то названием. И, в общем, такое нежное мясо прям таяло во рту. А у меня был фирменный шашлык-кебаб этого заведения Сахил. Такие рулетики, в которых курдюк, баранина, говядина. Было суховато, но очень вкусно. И, в общем, обслуживают отлично, такие все приветливые, мега-супер. Нам понравилось. Стоило это нам с чаевыми 77 манат. Вот так. Если что, заходите в этот Сахил ресторан. Очень классный, очень советую. Пока турист ушел, я поделюсь несколькими мыслями по поводу этой поездки. Сегодня 5-й день, как мы здесь, и, в общем, есть что рассказать. Конечно, здесь как будто другая планета, другая страна. Очень приятные люди и такие простые, понятные порядки. Везде полный порядок, чистота. И, конечно, есть какие-то отклонения, но в целом город выглядит как очень современный. Местами европейский, местами турецкий какой-то, местами восточный. Но в основном, в общем, это что-то уникальное. То есть на что-то похоже, где-то Италию напоминает, где-то Вену, где-то какую-то Европу. Но нечто уникальное. Набережная уникальная, чистая, нет никаких развлекательных таких палаток, аттракционов. Только небольшая какая-то часть. Классные ухоженные парки с разнообразными растениями. Небольшое количество палаточек там с мороженым, с
с какими-то кукурузными хлопьями. Вот, широкие дороги, ровное большое движение в городе, постоянное движение. Эти широкие дороги трудно перейти, то есть нет прям пешеходных переходов мало, есть подземные переходы. Вот, чтобы попасть на набережную, 2 перехода по 2 краям есть, и все. Больше нигде особо не перейдешь. Есть что посмотреть, достопримечательностей полно, как те, которые выглядят как символы города, вот пламенные башни, старый город, вот это вот здание в виде такой шайбы, какой-то непонятный дизайн, этот мне не понравился, как пятно на глазу эта башня. Но в целом все остальное очень достойно. Такое чувство, что мы здесь провели прям какую-то отдельную жизнь. Еще попозже поделимся, когда мысли придут. Спасибо. Итак, снова всем привет. А кому всем-то? Ну, тем же, которые смотрят этот ролик, продолжают смотреть. Сегодня 12 мая, наш 6-й день. Мы выехали из отеля. Нам даже звонком напомнили об этом. Сейчас мы идем по набережной. Сегодня вообще прям лето. Я вот даже куртку снял. Мы намерены пройти по набережной туда, где раньше не были. Вот там вот за торговым центром. Там есть еще какие-то места. Довольно далеко. Какой-то стадион или что это, не знаю. Дойдем, куда дойдем, неспешно. Даже удивительно, что мы так долго здесь находимся. Заканчиваем отдыхать, но никак не закончим. Уезжать будем только вечером. В целом, в общем-то, больше сообщить нечего. Хорошая погода, птички поют. Народу мало. На набережной никого. Мороженое хочется. Ну ничего, мы с этим справимся. Так, мы дошли до той части набережной, которой ни разу не были. Вот теперь за нами это торговый центр. Забыл, как называется, мол, что-то там. Вот там наверху мы были. Пешком поднялись, да, не на фуникулере, а пешком сами. Вот у той часовни, у того здания, на той смотровой площадке были. А потом спустились на фуникулере. Вот рядом вот телевизионная башня и вот эти вот пламенные башни видны. А в этой части набережной никого нет. Она какая-то совсем обновленная. Вот. И тут колесо обозрения. Оно работает, но мы на него не пойдем. Почему? Потому что мы уже видели Баку с большой высоты. С гораздо большей высоты, чем вот это колесо. Еще, собственно, на него идти. Потому что мы были вот там, вот на смотровой площадке. Погода прям жаркая. Но иногда начинает дуть холодный ветер. Поэтому куртку то надеваешь, то снимаешь. Такие вот дела. Немножечко пройдемся вместе с вами по этой части набережной. Широкой такой части. С видом на колесо. Ну, мы сейчас подойдем, узнаем, сколько стоит. Чтобы вы знали, и мы тоже на будущее. Пустынно, красиво, чисто и никого. Как блогер блогеру, блогер снимает блогера. Чайхана ресторан. Ресторан похож на какой-то прям турецкий. Там есть велосипедная дорожка, по которой интенсивно едут велосипедисты. А, нет, ресторан Чайки. Чайки. Подходим к колесу. Сейчас прямо развернусь, и вы его увидите. Эх! Вот оно, у меня над головой. Ну и, как водится, нас обогнали самокатчики. А, кстати, оно остановилось. Помнишь, ты рассказывала, что все колеса, которые ты помнишь, все время останавливались. Но мне кажется, оно остановилось потому, что там нет никаких клиентов. То есть сейчас некого катать. А если мы подойдем, купим билет, то, может быть, ради нас и запустят. Какая-то партия. Интересно просто, сколько стоит. Вот видишь, там есть человек, он что-то протирает. То есть оно вообще функционирует. А вот есть человек, который поливает. О-о-о. Большое колесо. Я бы сказал, что оно очень прям высокое. Ветер, наверное, мешает. 20 манат за прокат. Ну, 20 манат-то мы можем себе позволить, но мы тогда рискуем остаться без обеда. А у нас деньги четко... Как говорится, без обеда отклонено. Без обеда отклонено, вот мне подсказывают. Поэтому нет, мы сейчас будем наблюдать, как люди эти сядут и поедут. Там вышел человек. Сейчас он их посадит.
О, Да. смотри, закрылась. Да. И кататься. Вот нормально. Хочешь, не хочешь, будешь мыть кабинку, пока тебя не вернут назад. Смотри, там отошли такие упоры, которые держат кабинки. И вот он поехало. Поехало. Ну, как-то он очень быстро едет. Да почему? Я бы помедленнее бы хотел. За 10 манат вот так тебя щик, и все. Ну как, ты считай, сколько? 13 лет как надо. Давай отойдем, чтобы было видно, как он вертится. Минут 5. Видишь, тут для тех, кто хочет зайти, можно зайти. Пойдем дальше. Там есть вон какие-то тренировочные штуки. Вон они. И, кстати, тут классная велосипедная дорожка. Прям много-много едет народу. Давай семяшечку бомбанем. На фоне колеса обозрения. Все. Фонарики еще красивые. Фонарики красивые. Плафон. Вот они там везде. А, там уже другие. Красивые плафоны, да. Интурист. Это, видимо, та старая гостиница. Того старого назначения. Видишь, какие башни? Чего мы здесь не были-то? А ты отказывался идти. Или ты не отказывался? Вот, и нечего отказываться. Какой-то вон там кондоминиум из нескольких корпусов. О, а там, смотри, это что, вокзал? Или что это? С голубыми крышами. Пойдем его сфоткаем. Надо же, очень интересно, что вот это вот здание с голубыми крышами, это не вокзал, не какой-то храм. Это пожарная часть, как гласит карта. Потихоньку кто-то что-то чинит. Ну, из такого песчаника. Ступеньки. А, здесь просто дорога и тротуар. Широкий тротуар. Действительно пожарная часть. Надо же. Там пожарная машина рядом стоит. Вот что интересно, там, где мы живем, в центре, где улица Низами, тут площадь Фонтанов и все остальное, там всегда много народу. Видимо, очень популярное место, пользуется интересом местных и людей, которые приезжают, может быть, из регионов Азербайджана. А здесь вот, в других местах, в остальных, народу-то, в общем, нету особо. Даже в праздники. То есть не так уж много народу живет в Азербайджане, в частности в Баку. Они в основном концентрируются в центре. О, а мы тут туристов встретили. Турист, where are you from? Турист из Москвы. Все понятно. Пошли со мной, турист. Туда. Вот мне нравится, что вот всегда урны. Есть много урн. Я, кажется, уже говорил об этом. Вот там есть торговый центр какой-то. Дюнягер. Можем в нем сделать паузу типа остановка. Остановка типа пауза. Можем не делать. Мы сегодня максимально предоставлены сами себе, потому что до вечера у нас времени до хрена. Колесо остановилось опять. То есть то, что оно стоит, это обманчиво. На самом деле оно работает. Если у вас есть 10 манатов, то можно прокатиться. Так, мы решили, короче, дальше не идти. Там вот есть такой центр, концертный зал «Кристалл». Вот там вот видно его. И тут еще есть маяк. Его мы посмотрим издалека. Все равно ветер, ничего не слышно, поэтому мы покажем вам Каспийское море, которое мелеет. И двинем обратно искать обед. А вот, кстати, шоппинг-молл какой-то. Почему бы нам туда не пойти пообедать? Ну что же, несмотря на то, что ветерок дует, уже
Все выглядит по-летнему. Мы идем по улочке, в которой куча разных кафе, разнообразных. Есть кафе «Друзья». Есть вот кофе-бар «Фрайдей». Есть пятница. Это вообще какая улица? Сейчас что за улица, посмотрим. Турко Буррито. Да, здесь мы пили кофе, это я знаю. Это Мамед Амин. Ну, короче, это не Низами улица. Низами может быть дальше. Хард-Рок, здесь мы уже были. Причем мы были здесь внутри. Все уже ходят раздетые, как летом. В целом температура такая, летняя. Воздух прохладный, да, и еще ветер дует. Но когда на солнышко выходишь, если ветра нет, то уже нормально. Вот перед Хард-Роком. Отель Бристоль. Шварма номер 1 не надо? Помнишь, конфеты приносили? Ой, я сейчас пойдем. Конфеты захочу. Ты хочешь конфеты? Нет? Ну, можно. Я хочу какое-нибудь место, где веранда на улице. Удобные диваны большие. Или чай, или столик с хорошими стульями. Направо? Да, мы там найдем ближе. Таких там полно. Вот тот самый Гюнай банк, в котором грабительский курс. $1,66. На других местах по 1,69, по 1,7 меняют. Ну что, этим коротким включением заканчиваем наш репортаж. Ждем такси. Скоро уезжаем. Приехал турецкий клуб Бешикташ. Прилетел. Надо же как. Встречают. Мы под это дело заходим в аэропорт. Челлендж в аэропорту. Хотели распечатать посадочные талоны вот на этих вот киосках, но они ничего не печатают. Почему? Нет бумаги типа. Но они печатают такой бумаги на термобумаге. И, естественно, она кончилась. В общем, все это очень несовершенно относительно других аэропортов. Мы как-то вышли из ситуации, нашли один терминал, который нам распечатал. Надеемся, что нас с этими талонами пустят. Сейчас проверим. Мы когда прилетели, мы толком не смогли рассмотреть аэропорт. Сейчас вот почти с 3-го этажа его показываю вам. Такой вот довольно-таки современный аэропорт в Баку. Ну что, вот что с нами приключилось. Во-первых, у меня выпотрошили из чемодана батарейки. Ну, обычные батарейки, которые я вожу, такие, знаете, АА, 3А, там, для пультов и все такое. Оказывается, у них вот нельзя батарейки с собой возить. У меня они, в общем-то, лежат. Я ими особо не пользовался давно, но вот, ну, нужны были. Мало ли, приезжаешь куда-нибудь в гостиницу, а там в пульте батареек нет. Вот и возил. Теперь у меня минус там 8 батареек. Вот, и еще очень интересно, мы, конечно, талоны распечатали, но вот этот вот проверяющий талонов их пропикал, а они у него красным показали. Поэтому мы не знаем пока, пустят нас в самолет или нет. Такие вот дела. Какой здесь, однако, крутой и красивый аэропорт. Спускаемся на 1 этаж. Вот так вот это выглядит. Класс. Ковры прям везде. Я такого давно не помню. Надо признать, что это очень необычное ощущение, что ты вот идешь по ковру и катишь свой чемодан по ковру. Он, во-первых, плохо едет, а во-вторых, все вот это никогда в аэропортах мы ковров не видели. Такого никогда не было. Слушай, там паспортный контроль. Никаких кафешек нигде нет. Это только одна из них, что ли? Одна единственная.
Ну что же, все прошло удачно. Наши электронные посадочные сработали. Девушка на стойке спросила, у вас электронные, да? Вот, как бы не видно это. Но я заранее еще разок уточнил. В общем, все как бы и нормально. В общем, идем в самолет. Bagaj defterini açan zaman